Симпсон — фирма сравнительно старая, основанная в 1854 году двумя братьями-евреями по фамилии Симпсон и занимавшаяся изначально выпуском оружия. В 20-е и 30-е годы компания расширила свой бизнес выпуском велосипедов, мотоциклов и автомобилей. Во времена Третьего рейха завод был, естественно, отнят у еврейской семьи. После войны Симпсон был национализирован и получил наименование имени Эрнста Тельмана. При этом бренд Симпсон сохранили. Самой масштабной моделью был мопед Симпсон S51, производство которого в пик доходило до 100 тысяч единиц в год. Он стал дальнейшим развитием не менее известной модели S50. Всего же мопедов этой серии было произведено более 1 миллиона 600 тысяч штук. Мопед Симпсон S51 получил новый двухтактный двигатель рабочим объемом 49,8 кубических сантиметров, мощность которого составляла 3,7 лошадиной силы на 5,5 тысячах оборотов в минуту. От старого двигателя S50 новый силовой агрегат отличался размерностью 38 на 44 мм против 40 на 39,5. Конструкцию мотора упростили, сделали более технологичной и легкой в обслуживании. Также двигатель S51 был адаптирован под четырехскоростную коробку передач. Хотя переход на новую коробку произошел не сразу. Несколько лет выпускалась версия с 3 передачами. Также заявленный ресурс нового двигателя был увеличен до 40 тысяч километров. Но знаменитые S50 и S51 были тем, что могли в стоке при заявленной максимальной скорости в 60 км в час разгоняться до 70 км в час. Внешне увидеть разницу между старой и новой моделью довольно сложно. Ходовая осталась та же. Основа — хребтовая трубчатая рама, к которой крепится двигатель, обвес и задний треугольный подрамник. Конструкция довольно простая, но имеющая достаточную прочность для такого типа техники. Симпсон S51 выпускался аж в 9 модификациях, разница между которыми заключалась в комплектации. Симпсон S51N — это базовая и самая бюджетная версия. Отличался отсутствием поворотников, аккумулятора, простейшими задними амортизаторами и трехскоростной коробкой передач. Следующая версия S51B имела уже более богатую комплектацию: поворотники, замок зажигания, аккумулятор, гидравлические амортизаторы. Со временем в конструкцию этой модели вносились изменения и дополнения, что привело к появлению еще 3 субмодификаций. Кроме дорожной версии, у мопеда Симпсон S51 имелся и внедорожный вариант, носивший наименование Enduro. Новая машина была уже рассчитана не только на хорошие дороги, но и на бездорожье, поэтому базовая конструкция подверглась переработке. Рама усилена А-образной распоркой, передняя вилка была более надежно защищена от грязи. Также был увеличен ход задней подвески, имеющей регулировку по преднатягу. Еще крылья заменили на пластиковые и подняли выше. Ну и, конечно же, была задрана выхлопная система, из-за чего пришлось устанавливать дополнительный защитный кожух от ожогов. Enduro имел в обозначении букву Е.
Самой шикарной и дорогой была версия S51C, то есть комфорт. Эта модификация имела уже тахометр, 2 зеркала заднего вида, комфортное сиденье, регулируемые задние амортизаторы и так далее. В серию она пошла в 1983 году. В Советский Союз эти мопеды не поставляли, да и стоили бы они ощутимо дороже местных аналогов. Но некоторое количество Симпсон все-таки попало к нам. После распада ГДР и вывода советских войск из Германии, наши военные привозили эти мопедки. Само же предприятие Симпсон оказалось достаточно живучим и пережило распад ГДР. Однако больших успехов тоже не наблюдалось, хотя новые модели мопедов разрабатывали. Основной доход приносили классические Симпсон S51, выпуск которых продолжался до закрытия завода в 2002 году.